Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры из интернет-магазина NBits. Я покажу уже последнюю часть, что у меня осталось. Ну и, конечно, покажу немного фурнитуры с сайта AliExpress. Начну я с коннекторов. Вот такие коннекторы интересные, маленькие, аккуратненькие. Сейчас раскрою. Бронзовые. Посмотрите, какие красивые. Такие я видела на сайте AliExpress. Но, по-моему, в таком цвете я не видела. Были под серебро, по-моему. Ну, если может постараться, можно и найти на сайте AliExpress такие. Они двухсторонние. И размер 14,5 на 13 миллиметров. Вот такие маленькие. Здесь, как видите, есть 3 отверстия. Можно двухрядные бусики сделать из маленьких бусин. Аккуратненькие, красивые. И такие же, только вот античное золото. Собираю я такую фурнитуру античное золото, так как у меня мало в таком цвете. Очень аккуратненькие, красивые. Следующее покажу тоже коннекторы. Здесь 20 штук в упаковке под бронзу. Вот такие крупные. И размер 32 на 23. Здесь, как видим, большое такое колечко. И здесь 3 маленьких. Можно и бусы, я думаю, сделать трехрядные. Можно в кулон пришить. Здесь бейл прикрепить, да, красивые. Верхушечка кулона будет оригинальная. Вот так вот сзади выглядят. Красивые. Но большие такие коннекторы. Цветочек и листики. Так, следующее. Сейчас раскрою коннекторы тоже. Здесь 10 штук в упаковке. Вот такие коннекторы под бронзу. Вот такой интересный вариант коннекторов. Я думаю, ставить можно, скорее всего, вышивку, такие детальки. Здесь можно какой-нибудь кабошон посередине пришить. И вот так можно красиво придумать, в кулоне применить их. Просто здесь, как вы видите, отверстие с одной стороны идет полукругом. И больше нет нигде отверстий. Только вот крепить, наверное, здесь можно. Но можно что-нибудь придумать. Если хорошо подумать, можно как-нибудь их применить. И с цепочками, я думаю. Вот так сзади выглядит. И размер 24 на 13 миллиметров. Интересные, да? Это уже бусинки идут. Проставочные бусинки, 50 штук в комплекте. Посмотрите, какие красивые бусинки. Вот так они выглядеть будут между бусин. Сейчас я возьму бусинку и посмотрим, как они смотрятся. Рисунок очень красивый, да, и он может спрятаться. Нет, красиво смотрятся. Видно рисуночек. Интересные бусинки. Мне понравились, очень красивые. Семь на 5 миллиметров бусинки. Оригинальные. Ну, вот такие были у меня товары из магазина NBits. И сейчас покажу, что я получила с сайта AliExpress. Вот такие бусинки, то есть подвесочки. Я показывала уже 2 варианта, и в этом же магазине я еще и выбрала вот этот вариант. Они маленькие, аккуратненькие, медного цвета, и видите, как
как будто патина сверху. Но мне понравилось, как здесь расположена петелька. Сразу можно прикрепить в колье, например. Я вот делала колье на мемори проволоке и крепила прям вот так сразу. Не нужны бейлы никакие. И можно на браслетик поставить. Они маленькие, аккуратненькие. Скоро лето. И как раз такая тема морская. 13 на 11 миллиметров. 10 штучек идет в комплекте. Получила я вот такой бублик. Самый большой. 5 сантиметров. Помните, да, я показывала, что я бусины собираю в таком цвете. Из такого материала хочу сделать украшение. Ну и хочу сделать подвеску. Поэтому выбрала бублик в таком цвете, чтобы сделать кулон. Но он такой большой, я не знаю. Будет огромный у меня кулон. Обошью бисером, скорее всего. Я так думаю. Ну, а там посмотрим. Может быть, и планы поменяются. Можно сплести бейл, и будет уже другой вариант. Ну, я посмотрю, что мне больше приглянется по душе. Вот такой красивый бублик. Ну, и там, конечно, вариантов было много из камней. Ну, не знаю. Взяла бы, наверное, все. Но нет такой возможности. Вот такие колечки. 10 штук идет в комплекте. 9 миллиметров. Очень понравились. Такие витые. Я ставлю такие колечки сзади для застежки. Но я думаю, можно и применить их где-нибудь в вышивке. Пришить. Очень красивые. Вариантов было много. И размеры были разные. Под серебро были. И были побольше. Это 9 миллиметров, по-моему, были. И 12. И цена была такая же. Одинаковая. Что маленькие, что большие. Вот такие вот красивые. Понравились мне колечки. Вот такие бусинки. Такие бусинки я покупала уже в разных цветах. У меня и медный, и бронзовый есть. И под серебро, по-моему. А вот античное золото у меня еще не было. Что-то вот внутри там я стала продевать, и, как всегда, какие-нибудь семена вылетают из отверстия. Очень красивые, но мало. 15 штук идет в комплекте всего лишь. 6 миллиметров. И они неплохо выглядят. Такое античное золото. Красивые. То, что у них здесь идет такое вот продолговатое окончание, хорошо заходит в разные бусинки, которые с большим отверстием. Вот чем мне нравятся эти бусинки. Жаль, что 15 штук, но я пока два комплекта купила, пока, думаю, хватит. Вот такие подвесочки. Сколько? 6 штук идет в комплекте. Размер 32 на 29. Вместе с петелькой 32. В такой форме, видите, как спиралькой закручена. Я как-то давно искала именно в такой форме. Попадались мне в золоте. Но вот случайно нашла такие. Почему? Потому что я хотела сделать кулон. Именно по спиральке пришить бусинки. Ну и когда я увидела, я думаю, это неплохой вариант именно для кулона. Так как вот здесь, посмотрите, сколько отверстий. Можно в каждое отверстие пришить бисер по кругу. Например, цвета делать еще разные. И потом еще вот здесь пришить по спиральке другой цвет. Ну и потом можно здесь между вот такими отверстиями тоже пришить. У меня были такие планы на кулон. Она двухсторонняя подвесочка
Такая тоненькая, но она не ломается и не гнется. Прочная. Именно для кулонов брала такие интересные подвесочки. Такое античное серебро, немного с чернением. Купила вот такие бусинки. 4 миллиметра, 93 штучки идет на ниточке. Я такие показывала, по-моему, 6 миллиметров. Взяла маленького размера, потому что хотела делать украшения, и мне нужны были именно маленькие бусинки. Очень красивый цвет. Красивый, и он подходит и к бронзе, и к античному золоту. Буду делать украшения и покажу вам обязательно, что у меня получится. Пока не скажу, что я планирую делать. Вот такой был у меня сегодня обзор посылок. Напишите мне комментарий, что вам понравилось. Мне интересно ваше мнение. Буду ждать, будем общаться. Но на всякий случай хочу сказать и пишу вам, чтобы подписывались на Яндекс.Дзен, переходили. Это так, на всякий случай, чтобы не потеряться. Всем желаю мира, добра, любви. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!